Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала Семейный Handmade. Сегодня, как и обещала, я покажу мастер-класс по созданию второго вида кактуса для украшения дачного участка. Для его изготовления нам понадобятся обрезки от зеленых бутылок, из которых мы делали пальму и первый вид кактуса. Если вы еще не видели эти мастер-классы, то обязательно посмотрите. Ссылочки на них я дам в описании в конце видео. Возможно, вы захотите сделать сразу именно этот кактус, не делая предыдущий. Тогда вам понадобится примерно 7 зеленых пластиковых бутылок, и их необходимо будет нарезать на небольшие кусочки с острыми краями. Дальше для работы нам понадобится шило, плоскогубцы, ножницы и проволока. У меня стальная тинкованная проволока диаметром 0,9 мм. Отрезаем 7 кусков проволоки длиной 70 см. Все пластиковые заготовки прокалываем шилом и разделяем на 7 равных частей. У меня получилось 7 кучек по 70 заготовок. Берем проволоку и нанизываем на нее заготовочки одной из кучек. Не забудьте согнуть проволоку с одной стороны, чтобы заготовки не слетали. Старайтесь чередовать вогнутые и выпуклые стороны заготовок, чтобы добиться большего объема. Делаем все то же самое с оставшимися 6 кучками заготовок и проволокой. Зажигаем свечу, берем один из шампуров с нанизанными кусочками бутылок и, не касаясь пламени, начинаем прогревать наш зеленый шашлык. Постепенно кусочки начнут расползаться в стороны и закручиваться. Их цвет станет более насыщенным. Следите, чтобы пламя не касалось заготовок, иначе они могут загореться и останутся некрасивые черные края. То же самое проделаем с оставшимися 6 шампурами. Распрямляем у всех 7 заготовок проволоку с одной стороны и скручиваем их между собой. Теперь нам понадобится какой-нибудь стержень для основы. Я, например, использовала зеленую металлическую опору для цветов. Длина стержня должна быть такой, чтобы на него можно было закрутить наши заготовки, и еще оставалась часть, которая будет вставляться в горшок. Стержень лучше покрасить в зеленый цвет, так как он останется виден. Закручиваем вокруг стержня все заготовки, фиксируя их сверху и снизу. Придаем форму кактуса. Посередине для прочности перетягиваем проволокой. Также дополнительно фиксируем проволокой верхушку. Обрезаем все лишнее. Осталось задекорировать торчащий кончик опоры цветочком. Берем 2 пластиковые папки скоросшивателя любого желаемого цвета, отрезаем ненужную прозрачную часть, сгибаем цветные части пополам по вертикали, разрезаем и нарезаем соломкой на полосочки шириной 1,5–2 мм.
Аккуратно закручиваем кончики полосок ножницами. Скручиваем получившиеся заготовки в ролл и формируем цветок. Если все устраивает, склеиваем цветок термопистолетом. Прокалываем у основания шилом, вставляем проволоку и прикручиваем к стержню кактуса у самой верхушки. Наш кактус готов, и его осталось только посадить в горшок. Для этого берем пластиковое ведерко или старый ненужный горшок. По желанию раскрашиваем акриловыми красками. Заливаем алебастром или гипсом и сажаем наш кактус. Для большей правдоподобности я раскрасила гипс в коричневый цвет, чтобы было больше похоже на землю. Вот мы и вырастили большой цветущий кактус своими руками. Осталось найти для него подходящее место и любоваться проделанной работой. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем хорошего настроения и до новых встреч!